Привет, дорогие джиповоды! Тема сегодняшнего видео у нас будет как снять форсунку пятую. Опыта у меня нет, так что учиться буду, так сказать, на ходу. Смотреть буду на первую форсунку, а снимать буду пятую. Окошечко у меня уже предыдущий владелец вырезал, и об этом хотелось бы немножко рассказать. Если у вас вырезанное окошечко, там, ребята, обратите внимание обязательно на то, чтобы там было все герметично. У меня там не герметично, и я заметил, что у меня пятая форсунка в этих местах она поржавела. Не сильно, но поржавела. Это происходит из-за того, что стекает вода, попадает и капает прям у нас на пятую форсунку, на провода. Потом, как результат, у нас начинает отпадать утеплитель вот этот, так как оно там подвергается постоянно влага и тому подобное. Так что я, когда это все разберу, я уже буду работать над тем, чтобы сделать там все герметично. Плюс он еще, по-моему, там его чуть-чуть в местах проварил. То есть надо будет еще думать, как его оттуда, грубо говоря, вытащить. Все-таки опять. Ну, вот такая вот история. Дальше буду снимать и показывать. На 14 откручиваем дворник. Для снятия дворника использую такой съемчик. На эти места наношу ВД-40. Тут тоже наношу, пока машина будет стоять, чтобы там все пооткисало. Снимаем уплотнительную, откручиваем все крепежи, вытаскиваем, снимаем. Откручиваю 4 болта, вытаскиваю и сразу наношу везде ВДшку. Пока будет стоять, пусть там все это дело откисает. Соединение контактов сразу же там и тут обрабатываю манулом для контакта. Показываю все на первой форсунке, что буду делать. Снимаю датчика распредвала, снимаю отсюда фишку, откидываю в сторону. Дальше откручиваю здесь откручиваю. Это все дело отвожу или снимаю, если будет мешать. Потом вот этот болтик, звездочка, сюда набрызгаю ВДшку, пока оно там все будет делать свои дела. Здесь вытягиваем фишечку, выдергиваем вверх. Там должна быть еще уплотнительная резиночка. Ну и после этого будет демонтаж. Для этого я прикуплен вот такой вот спрей специально для раскоксовки мест форсунок там и мест таких, как, например, свеча накала. Заказал, вот его ждал 4 дня, из-за чего не снимал. Вот у меня, блядь, огромный, извините, вопрос. Как можно было этот кабель, пардон, не кабель, трубку пластмассовую, вот тут засунуть под низ, а там засунуть, блядь, сверху. И она, блядь, лежит прям в месте, где закручивать. Фух. И надо теперь снимать саму эту трубку и заводить ее там, где она должна быть, вот этот кармашек. Конечно же, методом подсунуть и в то место, где можно было зацепиться, но там облизало. Теперь изготовил ключ, вырезал здесь дело такое вот. В идеале нам понадобится вот такой ключ для таких работ. Только надо ключ, чтобы был на 14, чтобы он был зажимной как раз для вот этих трубочек такого типа. Теперь буду снимать ту трубочку и буду пытаться как-то открутить уже вот этим ключом, так как зацеп рожковым в том месте он не увенчался успехом. Сборщикам привет. Вот так выглядит эта трубочка. Слава богу, нету наших хваленых резиночек. И этим она будет надежной. Мне придется открутить еще один такой же самый, так как до меня очередной рукожоп заправил неправильно.
И тем самым оно очень идет в натяг, и в своих пазы оно там не попало. Ну, в общем, откручу еще один, чтобы заправить назад трубочку. Пробрызгал эти все соединения ВДшкой, так как действительно там коррозия как-никак появляется, и потом в дальнейшем нам будет тяжело это все дело открутить. Тут просто подковырнули с одной стороны, с этой стороны рукой придержали, потом подковырнули с другой стороны, оно вышло. Так, шланг уложил, лег он в свое место, защелкнулся там, и выглядит это хорошо, и этот открутил и назад вернул. Ну а вот этот болт, ребята, чувствую, не хочет идти, пока не насилую его. Забрызгал так все в окружную, забрызгал тем спреем для форсунок. Ну а здесь, так я вам показал, забрызгал ВДшечкой, чтобы она там с ржавчиной поработала, и плюс не так будут ржаветь они в дальнейшем. Оно испарится, останется там какой-то, так сказать, слой защитный. Ну, пока не насилую, повторяюсь, и пытаюсь открутить. Вот это, по-моему, Т-40. Использую просто вот так. Другого у меня нет. Для затяжки придется мне покупать какой-то ключ с переходником для того, чтобы зажать с нужным для меня усилием. По-моему, там или 7 усилий нанометров. Ну, двигаюсь дальше. Что ж, ребята, все этой шарабурды, оно реально очень слабое. Там нагрузка просто колоссальная. Оно там, понятное дело, наверное, прикипело. Я вижу, как у меня даже пробовал вот этим. Вот накинул и смотрю, как оно все просто гнется. Это, конечно, хорошо, что гнется это, а не болт, ну, грубо говоря, перервался, там облизался. Но надо однозначно какой-то мощный ключ. Вот это все фигня. Ну, набрызгал и жду. У меня вариантов, в принципе, немного. Надо ждать. Вот так вот. Ничего у меня не получается их открутить. Непосредственно этот болт. Я уже понимаю, что тут действительно надо все-таки их все вытаскивать, менять колечки, потому что с каждым, можно сказать, годом, чем больше мы туда не лезем, чем труднее потом будет это все делать. Вот такие вот дела. Не поддается этот болт ни в какую. Так что придется покупать. Жена заберет меня отсюда, оставлять, покупать что-то добротное, пытаться опять как-то открутить. Нанес ликвимоль уже на все форсунки. Пусть оно там везде сделает свое дело. Ну вот, наверное, на сегодня все. Так, доброе утро, день второй. Прикупил. Тут у нас идет на 10, это Т-40. Тот, что я пробовал, здесь она была на 8 толщина, здесь на 10. Вот такая головка Т-40. Самое главное, вот эта высота, чтобы ее хватало. Вот смотрите. И ключ есть ключ все-таки. Но что я, ребята, заметил вчера? Я заметил то, что когда крутить, то шевелится. Видно, что болт шевелится, но его не пускает в самой середине. Это означает, ребята, что там у нас очень сильно прикипело. Так, этот купил я для переходника на динамо ключ. Тогда мне, если помните, не было его. Переходничок купил. И это купил у нас для откручивания вот таких вот гаек. Так. Ну, опять-таки, забрызгаю, собираю назад то, что рассоединил, завожу машину и грею. Грею до рабочей температуры. После этого сразу же глушу и начинаю пробовать снимать.
что буду делать с тем болтом, который не хочет. Пока он еще не сломан, я буду его простукивать и пробовать его на затяжку и пробовать его на отпускание. То есть реально надо его попытаться расшатать, пока он не сломался. Потому что дальше это проблематично, что место, что выверчивать там, о боже, даже не хочу об этом думать. Но попытаемся пока спасти. Собираю все назад, завожу машину, клею. Нифига не откручивается. Идет, чувствуется, так сказать, так званый срыв. Это когда отстает сама головка от этой части, та, которая прижимает саму форсунку. Первый идет срыв. А дальше они, такое чувство, как они... Я перед этим думал, что это ключ гнется. На самом деле видно, как они шевелятся, сам болт туда-назад шевелится. Но внутри закипели так, что просто капец. Не знаю, когда к ним лазили последний раз, но печалька. Ну а сама форсунка, если смотреть, например, на вот эту, потом на вот эту, то если так пройти аж до последней, то можно увидеть, какая она ржавая. А ржавая, потому что рукожопы вырезали, я ее не показываю, не очень удачную дырку. И эту дырку надо будет переделывать, делать нормально. Она пропускает воду. И явно оно там поржавело. Такую сделали мне беду. Вот так вот. Вышло уже 2. Тоже жду, пока он отпустит сам. Нагрузку даю умеренную. Тут сделал маркировочки, так как трубки будут сниматься, чтобы потом они, раз уже тут стояли, идеально они сядут в то же место. Делаю на них маркировочки маркером по металлу. И дальше алгоритм какой будет у меня действий. Снимаю все, так как тут уже у нас отпущено здесь и здесь. Они просто вытаскиваются, можно большой отверткой, такой здоровенной, туда всунуть и подковырнуть его. И тем самым оно просто выходит. Повытаскивали металлические фиксаторы. После этого раз, два, три все повытягивали. И сразу же эти места и эти места в идеале надо закрыть, так как мотор вообще, если делать все по феншую, то мотор перед этим даже надо помыть, чтобы, не дай боже, никакая какашечка туда не попала, потому что это потом будет геморрой, так как впрыск в Common Rail там просто такая микроскопическая фигня, что если туда что-то попадет, она будет постоянно перебои делать. Так что в идеале вот эти места все мы сразу же закрываем. Я это буду делать фольгой, закрою, замотаю весь. И эти места тоже замотаю. Вышел еще один болт. Остался первый и самый стрёмный 5-й. И смотрите, какая внутри какашка. Из-за чего они так плохо выходят. Так что опять-таки не насилую. Жду, пробрызгиваю. Туда-сюда простукиваю. Вышел 3-й. Вот так я все здесь позакрывал. Это изолента и хомут. Тут все фольгой. Фольгой. Тут тоже фольга и хомуты. И те, что вышли, достаю. Вот у меня магнит. Опускаю вниз. Ну и таким методом, расшатывая, вынимаю. Форсунки все мерседесовские, так что вот почему они не хотят выходить. Они, наверное, довольно тут давно сидят, так как по болтам смотреть, то они тоже довольно старые. Обломал здесь и обломал на 5-й. Вот так вот
Потихоньку брызгаю туда и шевелю, шевелю, шевелю. Остальные просто откисают и ни одна не шевелится. Вот это только одна шевелится. И первая моя форсунка. Благодаря таким вот щипцам расшатывал, пока она не вышла. Смотрю на сопла. Там вообще ничего не видно. Мусора просто капец. Явно там уже, ребята, пробитая шайбочка. Осталось, конечно же, там. Двигаюсь дальше. Второй день заканчивается. Результат не очень. 2 сломанных болта. И снята всего 1 форсунка. Вот такая вот ерунда. Отлетает в теплые края. До встречи в следующем году.